Всем здравствуйте! Мы с котом рады приветствовать вас на нашем канале. В этом видео у нас будет подробный попетельный долгожданный мастер-класс по вязанию варежек в технике свинг. Такие варежки мы создали в комплект к шапке с таким же узором в такой же технике по вашим многочисленным просьбам. Модель таких варежек — это наша с котом разработка, мы трудились. Как создавалась эта модель, вы можете посмотреть в нашем прошлом видео, кому интересно. И в том видео я более подробно рассказываю о пряже, которая подойдет для вязания таких варежек. Эти варежки я связала именно в комплект этой шапки. Эта шапка моя, я ее ношу, так что, Шеффилд, извини. Вот, это моя шапка и мои варежки. У кота есть своя шапка, вот я ему связала, это шапка-ушанка. Сейчас это модно, сейчас тренд сезона, так что, шеф, сиди в своей шапке. Вот, мы связали еще варежки серые. На этих варежках мы экспериментировали и создавали мастер-класс. Значит, что по пряже? Эти серые варежки я вязала из пряжи Vita Sapphire в 2 нити. Там, если посчитать, метраж в 100 граммах 125 метров. Эти черные варежки я вязала так же, как и черную шапку. Я вязала из Alize Lana Gold 800 в 3 нити. Если посчитать метраж, там в 100 граммах 266 метров. То есть здесь отличие в метраже ровно в 2 раза. Но и эти варежки я вязала на спицах номер 4. И плотность по петлям сошлась, то есть абсолютно одинаково. Вес черных варежек 40 грамм, вес серых варежек 90 грамм, то есть тоже в 2 раза отличие. Мы с котом рекомендуем подобрать пряжу примерно такую же, как у нас, и вязать вместе с нами попетельно, и у вас все получится. По плотности вязания здесь в 10 сантиметрах примерно 19-20 петель. Этот узор очень пружинистый, поэтому сложно посчитать ее плотность, но и примерно 19-20. Дай, кот. Ну, дальше. Вязали мы на спицах, вот обычных, это номер 4 миллиметра, то есть обычные спицы. Вяжутся такие варежки поперек, то есть не так, как мы привыкли, а поперечным вязанием. Набирается петли на бросовую нить, а в конце вязания они сшиваются трикотажным швом. Сейчас я вам покажу, как выглядит изнанка. Тоже очень красиво. Вот смотрите, здесь нету никаких ниточек. Вот как выглядит узор. Здесь единственное, вот кончик у меня нитки. И здесь один небольшой узелок. Палец здесь цельновязанный, то есть он вяжется одновременно с варежкой. В конце вязания не нужно будет отдельно довязывать палец, все это вяжется сразу же. Из-за того, что эти варежки асимметричные, то есть они, как видите, в зеркальном отображении, то они вяжутся по-разному. Мы вместе с вами провяжем левую варежку попетельно, а по правой варежке мы с котом покажем вам самые сложные моменты, как вязать большой палец в каком месте. И по этим варежкам мы дадим вам схемы. По этой схеме, что вы видите на экране, мы смотрим общее представление, как вяжутся такие варежки. То есть левая варежка и правая вяжутся в зеркальном отображении. Для левой варежки мы сначала вяжем узор, затем палец, а затем просто платочной вязкой вяжем без узора. Для правой же варежки мы вяжем наоборот. Сначала мы провязываем без узора часть ладони, затем мы провязываем палец, а затем мы провязываем узор, то есть тыльную сторону руки.
И на этой же схеме мы смотрим, как идут убавки и прибавки для мыска, где у нас идет закругление самой варежки. В каком ряду и в каком месте мы делаем по сколько прибавок и убавок. В попетельном мастер-классе я это все буду объяснять более подробно. И также я предоставлю вам две схемы по вязанию левой варежки и правой варежки. Как пользоваться моими схемами свинг, я уже не буду подробно показывать. Это вы можете посмотреть в мастер-классе по вязанию шапки. Здесь мы смотрим именно, как провязывается этот узор, в каком ряду. И также мы смотрим, как провязывается большой палец. Большой палец вяжется тоже укороченными рядами, цельно вязано. Эти схемы в хорошем качестве я размещу в своих социальных сетях, в группах, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Инстаграме. Поэтому кому как удобно, заходите и скачивайте. Левую варежку мы будем провязывать сейчас вместе с вами. Я вам все подробно объясню, покажу. А правую варежку вы вяжете симметрично. Там абсолютно ничего сложного. То есть там вяжется точно такой же палец, точно такие же сокращения на мыске. Единственное, там идет изменение в узоре. То есть в левой варежке мы сначала провязывали маленький листик, потом средний, потом тюльпан. А в правой варежке наоборот. Сначала провязывается тюльпан, а затем средний лист, а затем маленький лист. Приступаем к вязанию. Вязать варежки я буду из двух типов пряжи. Первое – это основной цвет, это Vita Sapphire, я вяжу в 2 нити. И пряжа компаньон для листиков – это Газал Rock'n'Roll. Эта пряжа та же самая, как мы вязали шапку, только другие цвета. И вот мы с котом уже набрали на бросовую нить 45 петель. То есть 43 петли у нас идет с узора и 2 петли кромочные. Как набрать на бросовую нить мы уже не стали показывать, потому что это одно и то же. Мы в шапке показывали и в митингах мы показывали. И у нас есть отдельное видео по этому набору, поэтому я вам оставлю ссылки, проходите и смотрите, как это сделать. И сейчас мы будем вязать со второго ряда сразу, потому что вместо первого ряда мы в конце вязания будем сшивать трикотажным швом. Мы снимем эту бросовую нить и сошьем с концом. И у нас в таком случае не будет некрасивых швов в конце, будет вязание смотреться как бесшовное. Вот я беру основную нить, и второй ряд мы провязываем все петли просто лицевыми. Начиная с первой петли, вот за переднюю стенку, мы провязываем все петли лицевыми петлями. Провязываем вот так до конца ряда. Дохожу до конца ряда. Последнюю петлю я тоже провязываю лицевой. Разворачиваем вязание. А теперь этот ряд у нас будет коротенький, третий. Первую петлю я делаю точно так же, как и на шапке. Это зубчатый край. Я оставляю в первую петлю спицу по направлению от себя. И петлю эту снимаю, нить подтягиваю. Это у нас кромочная, мы ее не считаем. И вот я начинаю считать. 1, 2, 3. Отсчитываем 21 петлю. Вот 21 петля у меня. На этом месте я разворачиваю вязание, назад я не иду. Здесь я делаю укороченную петлю. Я ее переснимаю на правую спицу, эту петлю, завожу рабочую нить назад, у меня образуются 2 дужки. Вот здесь я пальцем придерживаю и вяжу назад. В этом мастер-классе я подробно уже не показываю, прям как для начинающих, потому что это
из мастер-класса в мастер-класс повторяются все эти движения. Мы уже и митинги вязали, и кокетку таким узором. Кто первый раз со мной, тем я рекомендую посмотреть мастер-класс по вязанию шапки, хотя бы первые там несколько минут, чтобы быть в курсе этой техники. И подхожу я к концу ряда, у меня вот последняя петля, я ее точно так же провязываю за правую стенку лицевой петлей. Вот, провязала и разворачиваю вязание. Мы будем вязать сейчас 5-й ряд. 5-й ряд он у нас по схеме полный, то есть цельновязанный. Сначала я делаю кромочную петлю, вставляю спицу в эту петлю по направлению от себя. Сбрасываю петлю, чуть-чуть подтягиваю, чтобы здесь красивый край был. Вот, и мы вяжем этот ряд тоже лицевыми петлями. Здесь у нас платочная вязка, мы все вяжем лицевыми петлями. Вяжу этот ряд до конца без изменений, просто лицевыми петлями. Вот я вяжу, и у меня здесь по пути попалась петля разворота предыдущего ряда. Я их называю крестиками, кто со мной, они знают, то есть как я его провязываю. Я беру, вставляю спицу в этот крестик, вот за правую стенку. Здесь кажется, как будто это две вместе, но на самом деле это одна петля, это петля разворота. Вот я провязываю весь этот крестик лицевой петлей и вяжу дальше. И вот смотрите, я дохожу до конца, последнюю петлю я провязываю лицевой петлей. И начиная с этого места мы будем делать, как я вот делала в этих варежках, мы будем делать окат. Вот, я должна прибавить сначала 2 петли, потом одну. Всего 5 петель. И вот сейчас мы должны прибавить 2 петли. Я беру рабочую нить и просто набрасываю на спицу. Один раз и вот второй раз. Мы сделали 2 таких накида. И затем я разворачиваю наше вязание. Будем вязать мы в обратную сторону. Но смотрите, как я буду провязывать эти петли. Вот я ввожу правую спицу в первую петлю. Провязываю лицевой петлей. А вторую петлю за правую стенку я провязываю. Таким образом, вот 2 петли мы провязали. И все, теперь я вяжу, назад возвращаемся. Вяжу все петли тоже лицевыми назад. Вот мы прибавили здесь 2 петли. Провязала ряд, последнюю петлю я сделала лицевой петлей. Разворачиваем вязание. Вот что у меня получилось пока на данном этапе. Сейчас я буду провязывать 7-й ряд. В 7-м ряду мы будем делать первый листик. Вот этот лист, он у нас самый маленький. Он у нас на самой короткой ножке. Здесь я делаю край красивый, разворот. Петлю первую кромочную. И затем я вяжу 9 петель основным цветом. Вот. Первую кромочную я не считаю. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель провязали. И сейчас мы будем вязать листик. Вот цвет мы берем для листиков. Нить я просто подставляю сзади. Я ее пока не фиксирую. В конце, когда мы будем прятать кончики, я ее зафиксирую. И вяжу я теперь контрастным цветом 24 петли. 3, 4, 5, 6, 7. Отсчитываю 24 петли. Вот, провязали мы с котом 24 петли. Назад мы не идем, мы провязываем лист, разворачиваем вязание. Делаю петлю разворота. Вставляю спицу в первую петлю, переснимаю ее на правую спицу, завожу рабочую нить назад. У меня образуются 2 дужки.
Здесь я пальцем поддерживаю и провязываю 16 петель. Вот эту петлю разворота я в учет не беру. Вот у меня первая петля, вторая петля, 3, 4, отсчитываю 16. Я провязала здесь контрастной нитью 15 петель. 16 петля у меня будет петля разворота. Но здесь, смотрите, такой нюанс, как я буду провязывать. То есть чуть-чуть не так, как мы вязали в шапке. В чем суть? Когда мы провязываем листики, вот в этой стороне не очень красивые петли разворота. Я, может, даже запишу отдельное видео, более подробно расскажу. И вот здесь тоже петли разворота, когда мы будем вывязывать палец. Петли разворота делаются на изнаночной стороне. Поэтому, когда мы потом их провязываем, у нас с лицевой стороны образуются не очень красивые узелки. Здесь вы можете вязать как обычно, как мы шапку вязали. В принципе, это не критично. Но вот как я делаю. Так как это у меня изнаночная сторона, я ее помечу. На изнаночной стороне я повешу маркер. Он мне будет указывать на то, что это изнаночная сторона. Поэтому, когда я вижу маркер, на этой стороне я петлю разворота провязываю не лицевой, а изнаночной петлей. Но повторюсь, это не обязательно делать, то есть смотрите уже. Если хотите, чтобы было более красиво, то лучше, конечно, сделать, но это не обязательно. И затем, вот, так как это у меня лицевая петля, когда я разворачиваю вязание, я тяну нить на себя. Вот у меня образуются те же самые две дужки. И я вяжу в обратную сторону, провязываю листик наш. Это стандартный листик на 6 барашков. Кто со мной уже давно, мы такими листиками вязали и бактус махаон, и кокетку. У меня уже много мастер-классов по этой технике. Поэтому можете посмотреть там, как я вяжу листики. Более подробно показываю. Я даже не знаю, показывать подробно или нет. Я просто вам покажу, как я делаю петли разворота по изнаночной стороне. Вот я провязываю, не довязываю до одной петли, до крестика. Вот у меня крестик, и одну петлю я не довязываю. Так как это у меня лицевая сторона, петлю разворота я делаю лицевой. И на этом моменте я разворачиваю вязание. Петлю я переснимаю, тяну нить назад, у меня образуются две дужки. Вяжу налево лицевые петли. Провязываем наш листик. Здесь я ничего не считаю, я не довязываю до одной петли до крестика. Смотрю, где у меня этот крестик, и не довязываю одну петлю. Так, вот, смотрите, у меня вот крестик, одну петлю не довязываю, значит, вот эта петля, у меня петля разворота. Так как я вижу здесь маркер, это значит, что у меня изнаночная сторона, и я эту петлю провязываю изнаночной, вот, не лицевой, изнаночной. Разворачиваю, тяну нить на себя, у меня образуются две дужки. Вяжу я снова лицевыми петлями лицевую часть. Вот у меня крестик, одну петлю я не довязываю, значит, эту петлю я провязываю и на ней разворачиваюсь. Делаю петлю разворота, вяжу снова налево, не доходя до одной петли. Вот крестик, одна петля, и вот эту петлю, так как у меня это изнаночная сторона, я провязываю эту петлю изнаночной. Разворачиваем вязание. Здесь я нить тяну на себя, вот у меня образовались две дужки. Буду вязать я сейчас налево,
Но так как этот листик состоит из 6 барашков, это значит, что 3 барашка это у нас половина. Вот я провязала 3 барашка. Барашек это у меня 2 ряда платочной вязки. Вот один барашек, второй барашек, третий барашек. И значит, если мы провязали 3 барашка, у нас половина листа. Значит, я уже иду в обратном порядке. Мы змейку провязываем. Значит, если мы идем уже в обратном порядке, я этот крестик провязываю. Вот крестик я провязываю. Затем у меня идет петля разворота. Вот. Я ее провязываю и разворачиваем вязание. Здесь у меня идет петля разворота, тяну нить назад. Снова вяжу все петли. Так как мы идем на увеличение, значит, что я должна провязать петлю разворота крестик и плюс 1 петля. Но смотрите, видите, у меня тут крестик не так, как обычно. Завяжу спицу вот сквозь эти петли. То есть я буду провязывать за заднюю стенку. Там мы провязывали за переднюю стенку, а здесь за заднюю. Как бабушкину лицевую петлю. Вот я провязала. И так как у меня это изнаночная сторона, вот маркер, я эту петлю провязываю изнаночную. И разворачиваем. Шеффилду надоела ушанка, да, шеф? Развернулись. Тяну нить на себя. Но здесь вариантов нет. То есть я не могу назад потянуть. У меня должно образоваться 2 дужки. Значит, я тяну вперед. Здесь ошибиться трудно. У нас там вариантов особо нет. Куда тянуть эту нить? Все, вяжу налево. Я должна сделать поворот на следующей лицевой петле. Вот у меня идет крестик, я его провязываю за передней стенки лицевой петлей. Вот я провязала 1 крестик, теперь у меня идет 2 крестик подряд. Я его тоже провязываю лицевой петлей. И затем у меня идет вот она, лицевая петля. На этой петле мы делаем разворот. Сделали разворот, развернулись и делали петлю разворота. Вяжу все петли назад до того места, где у меня будет свободная петля после наших крестиков. Вот у меня петля разворота, я ее провязываю за задней стенки. И 2 петля. И вот петля разворота по изнаночной стороне. Я ее провязываю изнаночной петлей. И разворачиваем вязание. Здесь у меня идет снова петля разворота. Вяжем мы последний ряд. У нас этот лист должен быть на 6 барашков. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И вот сейчас мы провязываем 6. Мы провяжем туда и назад. У нас образуется 1 барашек. Вот за передней стенкой я провязываю крестик. Здесь у меня идет 2 крестик. Я его тоже провязываю. И теперь я делаю петлю одну. Вот у меня это уже контрастная нить, просто лицевой петлей. Провязываю и разворачиваюсь. Делаю назад. Вот тяну нить. Укороченную петлю делаю. Вяжем мы назад уже до конца листа, включая ножку. Когда мы сделали петлю разворота, и она у нас с контрастной нитью образуются 2 ножки,
Это значит, что мы уже лист довязали до последнего ряда. И я вяжу теперь все петли до того момента, когда у меня серая нить не появится, то есть включая саму ножку. Вот все петли лицевые, и если у меня есть крестик, я его провязываю лицевой тоже, но за заднюю стенку. В таком случае более красивые получаются листики, если мы провязываем в этом месте петли разворота не лицевые, а изнаночные. То есть я так попробовала, мне гораздо больше нравится, более красивые листья получаются. Вот, я довязала до того момента, где у меня нить. Здесь я нити перекрещиваю. Блестящая нить у меня идет вниз, а серая идет наверх. Вот я их перекрестила. И здесь я хорошенько подтягиваю, чтобы не было протяжек. И вот я теперь вяжу основной нитью до конца. И последнюю петлю вот я провязываю лицевой петлей. Вот у нас получился такой лист. Сейчас я буду вязать 9 ряд. 9 ряд по схеме вяжется цельновязанный. То есть мы провязываем туда и назад возвращаемся. И точно так же мы провяжем еще 11 ряд и 12. То есть 4 ряда у нас идет просто платочной вязкой. Но в этом месте, где у нас идет закругление ладони, мы будем прибавлять петли. В прошлом ряду мы прибавили 2 петли, теперь вот по схеме мы будем прибавлять по одной петельке. Сейчас я провяжу ряд, и мы с вами эту петлю прибавим. Вяжу 9 ряд просто лицевыми петлями. И если у меня попадается крестик вот в ряду, я его провязываю, весь этот крестик лицевой. И провязываю до конца ряда. Последнюю петлю провязываю тоже лицевой петлей. И одну петлю мы должны добавить. Вот, я делаю набросок, скрещенный накид на спицу. И разворачиваю вязание. Вхожу правой спицей в эту петлю, вот, справа налево. И за заднюю стенку я провязываю лицевую петлю. И сбрасываю со спицы. У меня получается здесь тоже как зубчатый край. Такой же, как мы и на манжете вяжем. Все, далее я вяжу эти петли лицевыми, возвращаюсь назад. Это я вяжу изнаночный ряд. Просто я провязываю вот изнаночный до конца. Это я вяжу 10 ряд. 11 ряд и 12 ряд я его повторяю такой же, как 9 и 10. Провязываю тут, и в этом месте я делаю одну прибавку. Провязала 4 ряда платочной вязки, вот, и здесь я сделала еще дополнительно 2 прибавки. То есть всего мы прибавили в этом месте 4 петли, а нам нужно 5. Сейчас я буду провязывать 13 ряд, и в этом ряду мы будем делать второй лист. Сначала я провязываю кромочную петлю и плюс еще 6 петель основного цвета. 2, 3, 4, 5, 6 петель провязала. Затем я беру нить контрастного цвета, у меня она блестящая, рок-н-ролл, которая. И вяжу этой нитью 36 петель. Здесь, смотрите, натяжение делайте правильное, чтобы не сильно растянуто было и не стягивало. Провязываю 36 петель. Тридцать два, 33, 34, 35, 36 петель провязала. Так как это лицевая сторона, последнюю петлю провязываю лицевой. И разворачиваем вязание. И сейчас я буду провязывать такой же лист, как мы вязали первый.
Я делаю петлю разворота. Эту петлю разворота я не считаю. Одна петля, 2, 3, 4. Отсчитываю 16 петель. 14, 15. И 16 петлю я провязываю изнаночной, потому что у меня это изнаночная сторона. Вот. Теперь я разворачиваю вязание и провязываю змейкой такой же лист, как я вязала этот. Я уже не буду показывать, можно перемотать, посмотреть. Вяжем этот лист самостоятельно и возвращаемся назад, привязываем стебелек и до конца ряда. Вот, провязала я лист, вернулась на начало. Что у меня получилось на данном этапе? Вот, 2 листика. Сейчас я буду провязывать 15 ряд. 15 ряд у нас цельновязанный. Я провязываю его до конца. Здесь я делаю 5-ю прибавку, последнюю. Я добавлю 1 петлю и назад вернусь. Провязываем так 15 и 16 ряд. Провязала 15 ряд, сделала прибавку, вернулась назад. Вот. Таким образом я здесь сделала уже 5 прибавок, как я в этой варежке делала. Вот, я сделала 5 прибавок. Теперь я уже здесь не буду делать прибавки, некое количество рядов, а затем я буду уже петли убавлять. Сейчас я буду вязать 17 ряд, он у меня укороченный. Видите, по схеме он коротенький. Состоит из 19 петель. Первокромочную я снимаю и провязываю 19 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18 и 19 петель. Провязали и разворачиваем. Делаю петлю разворота и иду назад. Провязываю все эти петли до конца. Вяжем 19 ряд. 19 ряд у нас тоже укороченный, но состоит из 21 петли. И в этом ряду я советую сделать перекрещивание нитей по изнаночной стороне, чтобы потом не было протяжек. Вот на этой варежке я этого не делала. Видите, здесь протяжка. Здесь короткая, а здесь длинная. И, возможно, когда вы будете одевать, будете цеплять эти нити. Мы такие элементы делали и в шапке, и в кокетке. Вот, я беру по изнаночной стороне просто эти 2 нити, перекрещиваю. И снова продолжаю вязать нитью основного цвета. Такое я делаю после 4 петли. Вот здесь хорошенько подтянули, чтобы петля-то не растянутая была. Все, дальше я вяжу 21 петлю, провязываю. Я провязываю крестик здесь. Крестик у меня был 19, и вот еще я провязываю 2 петли. На этом моменте мы разворачиваем вязание. Делаю я укороченную петлю. И иду назад до начала ряда вяжу. А 21 и 22 ряд мы вяжем просто платочной вязкой. Сюда, здесь мы прибавки не делаем, ни убавок, просто ровно вяжем и назад возвращаемся. В конце 21 ряда я делаю тоже зубчатый край. Последнюю петлю провязываю лицевой петлей. А здесь точно так же, как на манжете, я эту петлю снимаю и вяжу дальше все петли лицевыми. То есть с этой стороны у меня тоже получится зубчатый край. Вот, как на этой варежке. То же самое. Вот что у меня вырисовывается на данном этапе. Сейчас я буду провязывать 23 ряд. Мы будем вязать лист, но он у нас будет не полный, как бы обрезанный лист. Я этот элемент тюльпан называю, похож на тюльпанчик. Не полный я сделала для того, чтобы здесь не было сужения.
Для того, чтобы мы красиво в конце здесь сшили, чтобы у нас петли совпали. Значит, как мы будем вязать этот лист? Изначально кромочную провязываем и плюс 4 петли. Раз, два, три, 4. Затем я беру нить контрастного цвета. Здесь я нити перекрещиваю. И теперь я ничего не считаю, я вяжу этот ряд до самого конца. Я вяжу все петли этого ряда контрастной нитью. Довязываю ряд, последнюю петлю я провязываю тоже лицевой, разворачиваю вязание. Первую кромочную мы снимаем, как обычно. И затем я провязываю 13 петель. 3, 4, 5. 12 я провязала, 13 я вяжу изнаночной петлей. Потому что это у меня изнаночная сторона, и в этом листике обрезанном у нас все развороты будут. Последняя петля изнаночная. Разворачиваю вязание, делаю укороченную петлю, вяжу все петли до конца. Последняя у меня лицевая, разворачиваю. Первую снимаю петлю. Здесь я вяжу по аналогии, как мы вязали обычный лист. Я не буду довязывать одну петлю до крестика. Соответственно, если мы в том ряду провязывали 13 петель, то в этом 11. Вот у меня крестик идет. Вот он. Одну петлю я не довязываю. Значит, эту петлю я провязываю изнаночной и разворачиваем вязание. Делаем укороченную петлю, вяжу я до конца. Последнюю петлю лицевой, как обычно, разворачиваю. Тем я вяжу тоже не довязывая до одной петли. Значит, я 9 провязываю. Вот, 9-ю я провязываю изнаночно, она у меня. Делаю снова укороченную петлю. Вяжу до конца все петли. И здесь, видите, у меня уже раз, два, три барашка есть. Значит, я провязала половину. И теперь я пойду уже на увеличение. Буду провязывать крестик и одну петлю. И на этой петле я буду разворачиваться. Вот я провязываю крестик за заднюю стенку. И еще одну петлю провязываю изнаночной. Разворачиваюсь. Делаю укороченную петлю. Иду назад. Вяжем змейку. Вот, довязала до конца. Здесь я связала вот раз, два, три, 4 барашка, сейчас будет 5-й. И на этом моменте буду делать уже убавление по краю. Вот, если посчитать барашков от начала, вот первый, который с контрастной нитью, затем второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10. И вот в этом ряду он будет у меня 11. И на этом моменте я делаю убавку. Значит, я сейчас разворачиваюсь. И как я делаю эту убавку? Я ввожу спицу, как мы обычно вводим, когда мы снимаем. Вот я ее переснимаю на правую спицу. И затем я вторую петлю разворачиваю, другой стенкой вешаю. Вот таким образом. Затем я на эту спицу возвращаю первую петлю. И вот таким образом я их провязываю 2 вместе.
Все, мы сделали одну убавку. Теперь мы вяжем полулистик назад. Сейчас мы его уже довяжем. Но теперь мы будем делать убавки. Вот здесь у меня идет крестик, я его провязываю за заднюю стенку. Второй крестик провязываю за заднюю стенку. И провязываю одну петлю изнаночную. И разворачиваю. Укороченная петля у меня идет. И вяжем мы до конца. Последнюю петлю мы тоже лицевой провязываем. И вот смотрим, что у нас уже здесь есть 1, 2, 3, 4, 5. И вот сейчас мы провяжем этот ряд, у нас будет 6-й барашек. Значит, мы уже этот лист довязали. Сейчас я развернусь, сделаю одну убавку, потому что у нас тут идет клин. Вот, вставляю в петлю, как обычно мы провязываем. Затем во вторую петлю я ее разворачиваю, сажу на спицу другой стенкой и провязываю 2 вместе. Сделали убавку. И теперь я вяжу все петли до конца ряда, включая ножку листика, все крестики я провязываю. Лицевыми петлями. Все, вяжем мы уже все петли до конца. Здесь мы меняем нить на основную и довязываем уже. Вот, я довязала, что у меня получилось. Сейчас я буду вязать 25 ряд, провязываю до конца. Здесь я делаю одну убавку, 3-ю по счету, и вернусь назад. Провязала, и сейчас мы провяжем последние 2 ряда узора. Эту нить, которая цветная, ее можно уже обрезать, потому что у нас всего здесь 3 листа будет. Сейчас я провяжу этот ряд до этого места, и мы будем делать 2 убавки. Довязала я до конца ряд. Разворачиваемся, делаю 2 убавки. Первую я делаю точно так же, как и в прошлом ряду. Переснимаю, вешаю назад на спицу, провязываю 2 вместе. И затем я еще одну петлю убавляю. Эту петлю я меняю стенкой и снова провязываю 2 петли. Вот мы сделали 2 убавки. И теперь мы должны вернуться на такое же количество петель, которое у нас было изначально. То есть мы набирали 45 петель, и, соответственно, 45 петель у меня должно остаться. Все, провязываю этот ряд до конца, и на этом моменте мы закончим вязание лицевой стороны варежки. Будем переходить к вязанию пальца. Провязала 28 ряд. И сейчас я провяжу еще один ряд, 29, чтобы дойти до этого места, там, где у меня закругление. А потом мы уже пойдем назад и будем вывязывать палец. Провязала 29 ряд, нахожусь в этом месте. И сейчас мы будем формировать большой палец. Как я его буду вязать? Вот, покажу вам на правой варежке, как я вязала. То есть изначально мы должны определиться, в каком месте нам нужно его делать, этот палец. Выше, либо ниже. Сейчас мы посмотрим. Если у вас другая плотность будет, я вам покажу, как я это делала. Затем, после того, как мы найдем место вот этого сверху, где палец у нас должен начинаться, мы начнем формировать клин для большого пальца. Здесь мы сделаем 5 раз укороченные ряды, которые будут захватывать 2 петли. То есть сначала мы провяжем 2 петли, развернемся, будем вязать в эту сторону. Здесь мы с бросовой нити провяжем 12 петель. Количество петель, которые я набирала на бросовую нить, можно тоже регулировать. То есть смотрите, в зависимости, какой вы хотите палец, длину, рассчитывайте и набирайте столько петель. Затем я иду назад до этого места, захватываю еще 2 петли
и вяжу до конца пальца. Потом еще 2 петли до конца пальца. И таких разворотов я сделаю 5 раз. Затем посередине пальца у меня идут 2 барашка. Вот первый барашек, вот второй, которые будут идти до манжета, до самого начала. 2 барашка, 4 ряда. Мы провяжем цельные. А затем пойдем в обратном порядке. То есть мы будем уже наоборот на 2 петли провязывать в правую сторону. И у нас должно образоваться снова 12 петель. Потом мы их оставим. Я вот на булавку их пересняла. И затем я их вот оставила нить для того, чтобы сшить эти петли. И у меня будет красивый палец. Это что касается правой стороны пальца. Что касается левой стороны пальца, то есть здесь мы должны сделать закругление, чтобы палец у нас был не квадратный, а красивый кругленький. Здесь я буду делать, вот, я провязываю полностью 12 петель. Следующий ряд я буду вязать на 1 петлю меньше, делаю разворот. Затем, когда буду вязать 3-й барашек, я еще на 1 петлю провяжу меньше. Затем у меня идет полный ряд, и потом опять на 1 петлю меньше, еще на 1 петлю меньше. И так я буду продолжать, то есть 3 барашка, у меня будет раппорт в этом месте, ступенька, то есть на -1, -1. Но на схеме я вам это все нарисую, будет понятно. И потом у меня здесь красиво сошьется и будет палец. Вот сейчас покажу вам, как он должен смотреться. Вот. То есть сначала я определила, где я хочу сделать этот палец. То есть, чтобы пальцы у меня здесь закрывались. Вот у меня манжет такой будет. И я должна определиться, вот где, в каком месте с этой стороны я буду формировать этот палец. И потом я еще должна посмотреть в длину этого пальца. То есть я посмотрела, что мне здесь нужно добавить 12 петель. И вот я набросываю нить и буду добавлять. По ширине пальца, то есть я тоже должна прикинуть, чтобы у меня здесь петли сошлись. Но здесь будет трикотажный шов, он займет еще 1 ряд, то есть мне еще чуть-чуть будет шире. И вот я посмотрела, что меня такой палец устраивает. То есть в зависимости от пряжи, если у вас, например, плотность другая, то вы можете провязать не 5 укороченных рядов. Если у вас, допустим, тут петель больше самой варежки, то провяжите не 5, а, допустим, 6 либо 7. И тогда у вас вот эта будет величина больше. И, соответственно, у вас рядов здесь будет больше, и сам палец будет шире. Вот вы вяжете левую варежку, и вы примеряете. Смотрите, то есть сколько петель я хочу оставить на манжет, допустим. И вот я смотрю, где мне нужно сделать начало пальца, вот в этом месте. И до этого места я сейчас довяжу петли. В этом ряду я не делаю ни прибавок, ни убавок. Здесь я делаю край зубчатый, как мы это всегда делаем. И вяжу до того места, где я отмерила. Узора у нас уже не будет, все, мы теперь будем вязать просто нитью основного цвета. Провязала эти петли. У меня здесь получилось 21 петля, включая кромочную, то есть 20 плюс 1 петля кромочная. А с этой стороны, где манжет, у меня получилось 24 петли, включая кромочную. 23 плюс 1 кромочная. И на этом моменте я буду делать палец. Вот я посмотрела, что этого количества мне хватает. Так как мы сейчас уже начнем делать укороченные ряды, в этом месте у меня будет начинаться палец, но я еще провязываю 2 петли. 1 петлю провязываю лицевую, а 2 петлю провязываю изнаночной, так как это будет петля разворота. У нас эти развороты будут всегда идти по изнаночной стороне. Поэтому точно так же, как мы листик провязывали по изнаночной стороне, последнюю петлю мы провязываем изнаночной. Это петля разворота. Я развернусь и провяжу снова эти 2 петли до того места, где у меня начинается палец. Вот, провязала 2 петли, разворачиваюсь. Делаю укороченную петлю. Здесь хорошенько подтягивайте, можно даже чуть-чуть сильнее подтянуть, чтобы потом было красиво. Провязываю 1 петлю вот до того места, где у меня палец. То есть мы сделали такой вот на 2 петли сюда уже первый раз ступеньку.
И затем я вот подготовила 12 петель на бросовую нить. Я взяла здесь спицу отдельную, чтобы удобно было. То есть вы смотрите, считайте 12 петель, вот они. То есть это количество петель равное длине пальца. Если у вас пряжа тоньше, то возьмите не 12 петель, а больше. И затем я должна провязать 12 петель с бросовой нитью. За правую стенку я провязываю эти 12 петель. Первую петлю провязываю. Здесь, смотрите, чтобы не было у вас протяжки, хорошенько подтяните. Все, провязываю я 12 петель с бросовой нитью. Если вы наберете просто не на бросовой нитью, а добавите петли, то в конце вам придется делать шов, который будет заметный. Я же сошью трикотажным швом, и у меня не будет видно этого места совершенно. Вот, провязала 12 петель. Разворачиваю вязание. С этими петлями, которые у меня вот остались, мы пока не будем работать, поэтому спицу эту можно вытащить. И будем мы вязать на этих петлях пока мы не свяжем весь палец. Этот край я делаю тоже зубчатый, тоже как обычно я снимаю кромочную. Провязываю все петли пальца. 12 петель и плюс 2, которые были у нас. Сейчас я провяжу. Вот, я провязала 12 петель пальца. И затем я провязываю 2 петли, которые у меня были укороченные. Вот одна петля, вторая петля у меня крестик. Крестик по изнаночной стороне провязываю за заднюю стенку. Вот, провязала его. И затем я еще провязываю 2 петли. Из них одна петля у меня идет лицевая, вторая петля изнаночная. И разворачиваем вязание. Делаю эту петлю укороченной, хорошенько тяну нить. И вяжу я все петли снова до конца. Здесь на самом деле ничего сложного, быстро вяжется и просто. Главное понять принцип, что мы с этого края сдвиг у нас на 2 петли идет, а с этого края на 1 петлю. Здесь ничего сложного нет. И провязываю этот ряд, оставляю 1 петлю на левой спице. Ее я не провязываю, это у меня ряд будет укороченный. Так как это у меня лицевая сторона, вот у меня здесь листья, то эту петлю я делаю лицевой петлей. Стандартный вариант, как мы провязывали всегда. Разворачиваю вязание, и эту петлю я делаю 2 ножками, то есть тяну нить назад. Провязываем все эти петли. Петли пальца. Дохожу я до крестика. Здесь можно даже ничего не считать. Вот мой крестик. Это значит последняя петля предыдущего ряда, петля разворота. И здесь я провязываю еще лицевую и еще 1 изнаночную. Это мы сделали уже 3 раза разворот. Здесь я тяну вперед. Вяжу палец, и на краю я формирую тоже укороченную петлю на 1 петлю меньше. Вот, я довязываю. Вот это у меня первая петля, вторая петля у меня крестик предыдущего ряда. И вот на этой петле мы делаем разворот. Я ее провязываю. Вот у меня теперь 2 петли остаются на левой спице. И теперь здесь я разворачиваюсь. Мы еще раз укоротили наш ряд с этой стороны. Здесь я назад тяну. И я вяжу дальше до крестика и плюс 2 петли.
Таким образом мы провяжем сейчас 4-й раз укороченный, а потом еще раз нужно будет 5-й сделать. Вот я провязала, плюс крестик и еще 2 петли. Одна петля у меня лицевая, а вторая петля у меня изнаночная. Развернули. Вот видите, у меня уже здесь расстояние увеличивается. Я буду делать такие убавки, пока у меня здесь на манжете не останется 14 петель, включая кромочную. Петля разворота вяжу я до того края. Здесь мы будем провязывать все петли, потому что это уже 4-й барашек. Вот 3 мы провязали, один длинный, второй короче, третий еще короче. А сейчас мы уже вяжем 4-й барашек. Он у нас цельновязанный, то есть вот 3 петли у нас было недовязанных, я их провязываю все, крестики эти. Вот первый крестик провязываю, второй крестик и 3-я петля у меня просто лицевая. Я ее лицевой провязываю. Вот мы сделали, видите, такой клин, убавок. Таких клинов у меня получится 3 штуки. И еще потом один неполный. Все, разворачиваюсь я. И провяжу еще один ряд. Сделаю плюс 2. Провязала я петли до петли разворота. И плюс еще вот 1 петля лицевая и вот 2 петля изнаночная. У меня здесь должно остаться на манжете 14 петель, включая кромочную. Разворачиваемся. Таким образом мы провязали 5 раз укороченные ряды. Больше мы уже не будем их делать. Здесь я делаю петлю разворота, последнюю с этого места. Вяжу все петли. И так как в прошлом ряду я провязывала все петли, то в этом ряду я провязываю, не довязывая 1 петлю. И на этом моменте я разворачиваю. Сейчас я провяжу 4 ряда полностью до конца манжета. То есть в эту сторону налево, потом направо. Здесь не довязываю 1 петлю, не забываем. И затем еще раз налево и еще раз направо. И тогда я включусь, будем провязывать уже клин в обратную сторону. Вот, провязала 4 ряда еще. Если посмотреть с лицевой стороны, то вот начало пальца у меня идет вот такой вот рубчик. И получилось у меня вот еще провязано 2 барашка. Вот, и палец. Здесь последний ряд я провязала до конца. То есть у меня здесь получилось 2 раппорта с этого места. И сейчас я буду идти уже в обратном порядке. Я провяжу этот ряд, не довязывая 14 петель. То есть в том месте, где мы закончили формирование клина, на этом моменте я буду его назад провязывать. Все, провязываю, не доходя до 14 петель, включая кромочную. Вот провязала, считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот 14 петель я их оставляю. И последнюю петлю, вот эту, я ее провязываю изнаночной, потому что эта петля разворота у нас по изнаночной стороне. Разворачиваю вязание, вяжу, тоже делаю вот петлю разворота. Провязываю теперь до конца пальца. Здесь я не довязываю 1 петлю, разворачиваюсь. Делаю укороченную петлю, вяжу назад. Здесь мы должны наоборот 2 петли не довязать.
Вот у меня идет крестик прошлого ряда, вот он. А одну петлю я оставляю. И, значит, эту петлю я провязываю изнаночной. Ну, это то же самое, как мы листик вязали, то есть не довязывая до одной петли, на этом моменте мы разворачиваем. И таких мы разворотов должны сделать с вами 5 раз. Здесь вот хорошо подтягиваю, вяжу до конца пальца. Вот, я провязываю до крестика. В этом моменте я разворачиваюсь. Здесь я делаю укороченную петлю и вяжу снова этот ряд, не довязывая до одной петли, до крестика. Вот у меня крестик, одна петля у меня остается, значит, эту петлю я должна провязать изнаночной и здесь развернуться. Делаю петлю разворота, вяжу палец. Здесь я провязываю все петли. Вот у меня идет здесь 2 крестика подряд. Вот я провязываю один крестик и сразу же второй крестик и еще одну петлю. Это мы сделали 3-й раппорт. Сейчас мы уже палец довяжем скоро. Так, вот крестик идет, одну петлю я оставляю, значит, вот эту должна провязать изнаночную. Вот, я провязываю изнаночную. Разворачиваем и считаю крестики. Вот у меня один крестик, второй крестик, вот 3-й крестик. Сейчас я провязываю 4-й. Это значит, что мне нужно еще один раз сделать укороченную петлю, то есть всего должно быть 5 у меня. Здесь я одну петлю не довязываю, разворачиваемся. И мы сейчас с вами провяжем последний ряд уже нашего клина. Большой палец на этом мы закончим. Так, вот наш крестик, одну петлю мы оставляем, значит, эту петлю я должна провязать изнаночной. И разворачиваем вязание. Делаю крестик последний, вяжу в эту сторону, налево. Вот если посчитать количество крестиков, у меня их 5 штук. То есть здесь мы делали 5 разворотов, и в эту сторону мы сделали тоже 5 разворотов. И так как это последний ряд нашего пальца, то здесь я должна провязать все петли до конца. Вне зависимости, сколько мы там сделали, не довязав. Вот видите, у меня тут один получился. Я его провязываю, чтобы довязать палец уже до конца. Вот, мы связали палец таким образом. Что у нас получилось? Вот можно здесь примерить. Примерно. Вот мы должны потом взять и сшить этот палец. Вот видите, у меня здесь по ширине все хорошо получается. Если посчитать барашков, которые по большому пальцу идут, то здесь у меня их 11. Но потом, когда я буду делать трикотажный шов, он у меня займет один ряд и сформируется 12 барашек. То есть 5 барашков у меня шло клин в эту сторону, в одну. Затем 2 барашка провязала просто до конца. И 5 у меня идет в обратную сторону на убавление. То есть всего получается у меня здесь будет 24 ряда. Теперь мы должны 12 петель отложить на дополнительную спицу, либо булавку. У меня здесь спица есть, я на нее и отложу эти петли.
Я переснимаю 12 петель. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Все. Потом мы с бросовой нити снимем петли и вот эти 12 сошьем, и у нас будет дополнительный ряд. Мы закончим палец. Теперь что делать? То есть можно эту нить отрезать. Но здесь нужно отложить, чтобы у нас шов был. Берется 4 отрезка от того расстояния, которое мы должны закрыть. Но здесь примерно там 12 петель, много не нужно будет. Но плюс нам еще нужно будет и дырочку закрыть, поэтому чуть-чуть там отмерьте лучше, больше. Эту нить можно сразу обрезать, либо можно потом оставить. Сейчас мы будем вязать, вот смотрите, как у меня конструкция. Я буду вязать вот эти петли. То есть здесь я спицу проталкиваю назад. Здесь у меня оставлю нить. Потом ее обрежу. Палец у меня пойдет вперед на лицевую сторону. Здесь я спицу вытащу. И провязываю эти петли вот лицевыми. Здесь, смотрите, у вас узор должен совпасть. Если вы провязывали вместе со мной все правильно, то у вас не должно быть сбоя в платочной вязке. То есть между рубчиком должно быть вот 2 галочки. Проверьте, чтобы все правильно было. Довязываю все петли. И так как мы уже начинаем вязать обратную сторону варежки, я делаю точно такой же маневр. То есть сначала я должна прибавить 2 петли, потом по одной. Вот сейчас я набираю 2 петли. Точно так же, как мы провязывали вот в этом месте, все то же самое. Я здесь добавила 2 петли. Вяжу назад эти петли. Две только что добавленных я провязываю. Вот как мы точно так же, как мы там делали. Лицевыми петлями. Затем я провязываю петли, которые у нас на спице. Вот эти все сейчас довяжу. Вот, довязала. Здесь у меня нить. Так, и теперь я должна провязать петли, которые вот эти. Здесь я со спицу назад засуну. Палец у меня впереди будет. А я буду провязывать петли вот эти. Вот здесь у меня одна петля. Здесь тоже хорошенько подтяните, чтобы не было отверстий. И теперь я буду провязывать крестики наши. Укороченные петли. Все 5 штучек. И здесь, чтобы было красиво по лицевой стороне, старайтесь чуть-чуть посильнее затягивать. Особенно, когда вы крестик провязывать. Вот крестик за заднюю стенку я провязываю. И хорошенько лучше его туже натянуть, этот ряд. Все, провязываю эти петли все. Вот все крестики провязала. Хорошенько тут подтянула. Все, видите, у меня тут туго провязано, чтобы вот эти узелки были более маленькие и спрятаны. И теперь я вяжу уже до конца манжету.
Разворачиваю вязание. Палец наш внизу. Все, мы все самое сложное связали с вами. И теперь я вяжу просто платочной вязкой. Я уже не буду показывать, потому что все сложные моменты мы уже с вами связали. Сейчас я провяжу этот ряд до конца и покажу, что получилось у меня. Провязала до конца. Так как в прошлом ряду мы 2 петли добавляли, то здесь я добавляю 1 петлю и вяжу назад до манжета. И буду вязать я вот эту часть. Вот, то же самое, как мы тут вязали. Ну, только в обратном порядке. То есть мы сейчас находимся вот в этом месте. То есть в зеркальном отображении мы вяжем. Так получается. Вот пальцы. И я должна связать сейчас вот просто платочной вязкой вот эту часть, заднюю часть варежки. Но не забываем формировать клин по схеме. Сейчас покажу, объясню, как я сделала закругление варежек. Вот по изнаночной стороне, где у нас нет рисунка, у меня здесь идет 15 барашков вот этих. То есть 30 рядов у меня составляет ширина этой варежки. Вот таким образом 30 рядов. И по изнаночной стороне вот этой и по лицевой, где рисунок, отличается количество рядов на 1 барашек. Здесь у меня 15 барашков, а здесь 14 вверху, я имею в виду. Почему так произошло? То есть я здесь пустила лист из 6, и у меня здесь получилось по рисунку на 1 барашек меньше. Сначала я хотела добавить недостающий барашек, где-то запустить его, но в таком случае варежка расширялась в этом месте, и получалось не очень красиво, и было нецелесообразно запускать этот барашек, именно чтобы расширять часть вот эту, потому что и анатомически у нас идет сужение руки. Я нарисую схемы, и чтобы вы не удивлялись, почему есть отличия. То есть по изнаночной стороне, где у нас нет узора, у меня здесь 15 барашков, то есть 30 рядов, а здесь у меня 28 рядов, то есть 14 барашков. Это именно по верхней части, за счет того, что у нас здесь идет узор. Где у нас манжет снизу, у меня здесь все ровно. То есть здесь у меня 15 барашков, и здесь тоже. Здесь все сходится. Вот, если вы посмотрите по схеме, у меня здесь идет прибавка на 2, потом прибавка на 1, на 1, на 1, 3 раза по 1. Потом у меня здесь идет 1, 2, 3, 4, 5, 6 ровненько барашков. А после вот этого вот идет 1 убавка, 2, 3. Потом 2 убавки я сделала. Вот это у меня центр. Здесь идет уже у меня лицевая сторона. Потом у меня идет коротенький барашек. Точно так же, как мы здесь начинали. Набирали петли, у меня, видите, коротенький идет. То же самое здесь. Короткий барашек. Потом на 2 я прибавила. Потом 1 прибавила, 1. Потом у меня идет 1, 2, 3, 4, 5 ровненьких барашков. То есть там 6, а здесь 5. И потом у меня идет на сокращение минус 1, минус 1, минус 1. И вот минус 2. И здесь я закончила вязать. Если вы будете вязать на другой размер, то, смотрите, можно по центру добавить больше рядов, больше барашков. А здесь делайте точно так же, как у меня. Вяжем уже эту часть самостоятельно. Думаю, вы справитесь. Здесь совсем все просто. И потом я уже включусь, когда мы будем большой палец сшивать. Вместе тогда это сделаем. Провязала я платочной вязкой. Вот что у меня получилось. И последний ряд я здесь делала 2 убавки. И довязала до конца. Вот у меня нить осталась. Сейчас я ее отрежу. Здесь я отмеряю. Вот 1, 2, 3, 4. 4 раза отмерила. Нить я обрезаю.
Как сшить трикотажным швом платочную вязку, у меня есть подробное отдельное видео. Я вам оставлю ссылки под описанием и здесь в правом верхнем углу. Так что переходите и смотрите. Сейчас мы вместе с вами сошьем палец. Давайте. Нить там не обрезала. Вот сейчас я обрежу. Это та нить, которая идет не с пальца. С пальца у меня должна быть длинная нить. А с этого края вот я ее обрезаю. Потом мы ее спрячем. И мне нужно теперь поднять петли сбросовой нити. Нанизываю на спицу правой стенкой. Я уже записывала мастер-класс по этому набору, поэтому вы можете посмотреть там, как это я делаю. Вот я сначала наберу все эти петли, а потом уберу бросовую нить. И вот 12. Нанизала и нить эту бросовую снимаю. Все. Нить сняли. У меня получилось 12 петель там и там. Теперь я беру иголку с тупым ушком. Это у меня фирмы Knit Pro иголка. И я буду сшивать палец. Но изначально, чтобы у нас тут не было отверстия, я возьму и пройдусь сквозь вот эти дужки. У нас их 3 петли здесь, боковые, чтобы у нас потом не было отверстия, чтобы шва не было. Вот, раз, два, и вот это третье. Таким образом. Пройдусь в них. Теперь я захвачу нижнюю нить. Вхожу я справа налево. И затем, как в видео, я все то же самое делаю. Вот я тоже вверх подхватываю. Справа налево. И затем я начинаю прошивать от себя к себе. Затем вверх я сшиваю, ввожу иглу от себя, затем назад к себе. Вниз от себя ввожу вторую петлю к себе. Вверх от себя, вторую петлю к себе. Низ от себя, снимаю петлю, вторую петлю к себе. Вверх от себя, снимаю эту петлю, вторую петлю к себе. И так я прошиваю все эти петли. От себя к себе и последнюю петлю от себя. Так, вот я сшила. Теперь, как я это всегда делаю, я беру и подтягиваю стенки. Кто это сразу делает, я это делаю потом. Так, есть. Вот, видите, как у нас палец красивый получился. Можно померить сразу. Вот, сидит как влитой. Смотрите, какой красивый.
Так, и теперь нам нужно сшить вот эту дырочку, которая под пальцем. Вот, смотрите, я сшила шов, у меня нить осталась вот сверху. Здесь вот у меня нижняя нить, вот она, которая кончик. Вот, всего подтягиваю. Здесь у меня идет, когда мы вязали лицевую сторону, вот ряд у меня идет. Здесь есть такие две дужки. Я в эти дужки так и войду иглой. Первый раз вот от себя, потом к себе. Здесь я стяну. Так. Теперь что мы делаем? Затем я сверху вставлю, вот в эту дужку хочу вставить. Подхватить вверх. Так. И теперь сейчас я попробую так сделать, вставить вот сюда. Затем сюда, наизнанку. И затем у меня тут дырочка образуется. Я ее сейчас тоже стяну. Я выхожу на лицевую сторону. И вот сюда я выйду наизнанку. Все, получилось здесь все красиво вроде бы. Здесь я потом нити эти попрячу. Вот я сейчас померяю. Палец классно, кстати, сидит вообще. Шикардос. Вот, что получилось у меня. И между пальцем вот так получается. Мне кажется, тоже довольно аккуратно. Здесь, смотрите, уже по обстоятельствам, как эту дырочку закрыть красиво. Сейчас я сошью эту варежку и потом покажу, как я буду сшивать мысок. Вот я сделала шов, прошила. Вот у меня нить осталась. И сейчас я буду делать шов, чтобы сшить мысок. А для этого я сейчас возьму и варежку выверну наизнанку. Сейчас я объясню, как я буду сшивать. В общем, у нас есть такие узелки, которые от зубчатого края остались. С лицевой стороны, вот они, вот эти дужки, я их и буду подхватывать. Вот это, вот эту, вот эту. Сверху у нас здесь зубчики. В общем, сейчас покажу, вы поймете. Там, где у нас ровная поверхность, без прибавок-убавок, я буду подхватывать каждую дужку. Одну с этой стороны прошью, затем эту сторону прошью, эту сторону, эту сторону. Но где у меня бока, я пробовала, и получаются дырочки некрасивые, поэтому нужно еще подхватывать, делать стежки между этими узелками. И так как у нас там, где нет рисунка, 15 барашков, а тут 14, то мы должны чуть-чуть сдвинуть. Так, вот у меня рабочая нить. Изначально я подхватываю дужки между зубчиками. Прошиваю. А затем подхватываю зубчики. Узелки наши, зубчатый край. Вот с этой стороны. А затем вот дужку с этой стороны. Которые выпирают дужки, я их и подхватываю. Теперь между узелками с этой стороны подхватываю, с этой стороны подхватываю. Затем узелки с этой стороны
подхватываю, с этой стороны подхватываю. Теперь между узелками. Здесь дужку подхватываю. И здесь дужку подхватываю. Прошила. Здесь узелок. Здесь вот он узелок. Прошила. Затем дужка-дужка. И теперь вот у меня пойдут одни узелки. Мы уже вышли на ровную поверхность. Узелок, узелок. Затем следующий узелок, узелок. Следующий узелок. С этой стороны узелок. Вот это уже цветная нить у меня пошла. Следующий вверху узелок. И внизу. Вот он маленький. Сверху узелок, снизу узелок. Сверху, снизу. Сверху, снизу. Так, вот он сверху. Так, а снизу, вот смотрите, у меня уже здесь большая протяжка, значит, здесь мне нужно подхватить дужку между. И теперь у меня сбой пошел, то есть тут я дужку подхватываю, а здесь узелок. Здесь узелок, значит, здесь дужку. Ну, как лесенка получается. Значит, теперь здесь дужка. Здесь узелок. Здесь узелок, здесь дужка. Здесь дужка, здесь узелок. Если вы ошибетесь, не страшно, это не критично, если вы там узелок-узелок подхватите или дужка-дужка. Главное, чтобы не было отверстий. Все, вот последний узелок. Здесь дужка. Когда буду прятать кончики, я посмотрю, может, мне где-то еще нужно будет захватить. Сейчас я выверну, посмотрим, что у нас получилось. Вот, мы сшили, у нас получился такой край. Мне кажется, красиво получилось. Там я еще ниточки попрячу сзади. Вот как получается, все красиво. Правая варежка вяжется аналогично левой, но в зеркальном отображении. Сейчас я вам разложу две варежки до сшития. Я сняла это видео, чтобы легче было сориентироваться. Вот это левая варежка, вот это правая варежка. Левую варежку мы вязали вместе с вами. То есть мы начинали вязать узор, затем палец, а потом платочной вязкой вязали. И вот мы начинали вязать со второго ряда, то есть у меня начальная нить, вот проходит кончик с левой стороны. Мы провязали варежку и закончила я вязать, рабочая нить у меня справа. И сейчас я буду сшивать конец с начала. Когда мы вяжем правую варежку, я здесь начинала вязать с первого ряда. Рабочая нить у меня вот с правой стороны. Связала варежку и закончила вязать, вот у меня рабочая нить слева.
И сейчас я буду тоже зашивать эту варежку. Сейчас я вяжу правую варежку. Правда, черный цвет не особо видно. Здесь я настройки сделала на камере, вроде бы понятно. В общем, я провязала здесь, если посчитать, 15 барашков. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот он 15. Я сделала мысок по схеме, как мы делали на той варежке. Затем последний ряд, где мысок, я сократила 2 петли в этом месте. И затем я провязала 23 петли, включая кромочную. С этой стороны, где манжет, у меня осталось 22 петли, включая кромочную. Последнюю петлю я провязала изнаночной, так как это изнаночная сторона, у нас будут развороты. Теперь я разворачиваю на лицевую сторону. Делаем петлю разворота, я тяну нить на себя, делаю 2 дужки. Это мы провязали одну петлю. И затем я провязываю еще одну петлю, вторую. Вот одна, вторая петля. Эта петля у меня лицевая. И затем я провязываю 12 петель с бросовой нитью. Точно так же, как мы на той варежке вязали. Вот 12 петель, это будет мой большой палец. Здесь все то же самое, как мы вязали на той варежке. Я довязываю до конца, поворачиваюсь, вяжу эти петли, затем крестик наш провязываю, петлю разворота, и плюс еще 2 петли. Последняя петля у меня изнаночная, я разворачиваюсь. Таким образом я делаю 5 разворотов в клин, затем провязываю 2 барашка до конца манжета. Затем я делаю клин уже в другую сторону на убавление. Снова, пока у меня не будет, 12 петель. Затем 12 петель оставляю для сшивания. Затем, когда я свяжу палец, я точно так же, как и на той варежке, на левой, сначала я провяжу вот эти петли. Затем я развернусь. Здесь без прибавок, без убавок я буду вязать один ряд. Провяжу эти петли. Затем здесь у меня будут крестики. Я их провязываю. Все то же самое, как мы вязали на той варежке. И затем я буду вязать, уже пойду в эту сторону. Здесь я буду формировать клин. Вот я соединила части. Это у меня большой палец. Вот я тут петли на маркеры присобрала. Если посмотреть палец, то есть вот начало пальца. Здесь идет вот 2 барашка. Потом я начала вязать лист, который тюльпан у нас. Вот я довязала лист, этот ряд до конца петли. И где мысок, вот барашек самый короткий. Затем я прибавила здесь 2 петли, вот более длинный. Затем я провязала ряд, уже узор у меня идет. Здесь я делаю одну прибавку. И сейчас я буду назад вязать. Но здесь у нас идет различие, не так, как в левой варежке. В левой варежке, когда мы вязали, то есть, видите, вот более длинная у нас полоса идет. А потом мы делали скос. А на правой варежке мы здесь наоборот. Начинаем с короткой части, а затем мы делаем прибавки. Значит, так как я здесь прибавила уже 3 петли, а мне нужно прибавить 5 петель. Так как мы здесь делали лист на 13 петель плюс 1 кромочную, да, то есть 14, то здесь, так как я должна еще 2 петли прибавить, после того, как я развернусь, я прибавлю не 13 петель плюс 1 кромочная, а 11 петель плюс 1 кромочная. Значит, вот эта петля у меня прибавка. И затем я провязываю вот 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. И вот эта петля 11, но я ее провязываю изнаночной, потому что эта сторона у меня изнаночная. И затем я тоже провязываю такой же лист, как и на той варежке, только единственное, мыс я делаю по-другому чуть-чуть. То есть теперь я довязываю петли, вот я делаю еще одну прибавку, 4. Затем я провяжу снова петли, не доходя до одной,
развернусь и тут делаю еще одну. Чтобы выйти на нужное количество петель, у нас здесь максимальная длина в петлях 50 петель. И мысок я буду делать то же самое, как и на варежке левой. То есть у нас здесь 14 барашков по схеме, я буду делать убавку. Я показала, что здесь есть отличие именно вот в этом листике. Там, где тюльпан, он чуть-чуть по-другому у нас провязывается. Я вам на схеме все нарисую попетельно, по рядам, чтобы вам было несложно. По схеме будете вязать, и я думаю, у вас все получится. Вот я уже и сшила правую варежку, здесь нитки не прятала пока еще. Затем нам нужно провести влажно-тепловую обработку. Так как эти листья иногда выпирают чуть-чуть кое-где, то в мокром состоянии нужно придать им необходимую форму. Если есть у кого блокаторы, то желательно одеть их на блокаторы, чтобы была более правильная форма, красивая. Стираем в холодной воде, градусов 30, прохладной. Сушим обязательно на горизонтальной поверхности, вдали от обогревательных приборов. Подробно, как проводить ВТО, у меня есть видео на канале, можете посмотреть. Все, значит, я сейчас их постираю, и что получится, вы увидели уже в начале ролика. Если будут вопросы, задавайте в комментариях, я всегда на связи и быстро отвечаю абсолютно всем, так что не стесняйтесь, спрашивайте. Но я надеюсь, что мастер-класс будет подробным, со схемами, всеми чертежами, и что у вас все получится. Вяжите с удовольствием, легких вам петелек. Кот вам передает привет тоже. И всем до новых встреч, всем пока!